Мы сегодня только и слышим за последние полгода: дайте денег, дайте денег, дайте денег, дайте денег. У нас коммунальное предприятие по расчету. Сколько вы заработали извне денег, кроме бюджета, за то время, сколько вы работали? Цифру назовите. Сколько вы получили из бюджета денег? Ну, у нас о чем-то может быть идти речь. Нас не получили, мы как бы, це план наш, а одержали меньше. Ну, то есть вы рассказывали, как надо, что вы привлечете там кого-то, там, чего-то там. Мы все так слушали, мы все кивали головой, мы давали согласие на это все. А теперь получается так. Пришел руководитель, то есть то ли вы не знали, куда вы идете, с чем вы столкнетесь. Нет, давайте как мы это видим. То ли вы не знали, что куда вы идете и как вы будете работать, а нам говорили немножко неправду. Вот. То ли вы просто пришли, а дальше начинаете работать или продолжаете то же самое, что продолжают другие. Но вы сегодня слышите цифру. Александр Владимирович сказал, мы даем материальную помощь людям, малообеспеченным, 250 гривен. А по вашей калькуляции, для того, чтобы что-то сделать с дикой собакой, или какая она, дикая или городская, вот, мы должны потратить 2000 гривен. Это мы за приручение ее платим или за что? Это не моя калькуляция. Это калькуляция, які були затверджені до мене. Подождите, а вы... На сегодняшний день из 1600 собак, которые мы должны были стерилизовать, за год мы стерилизовали 1200. А почему они после вашей стерилизации обратно рожают? Покажите, что значит рожают. Вы видели собаку, рожающую с красной клипсой? Красная клипса это наш. Я не гинеколог по собакам. Подождите, на КП сегодня работают профессионалы, очень хорошие врачи, поэтому собаки стерилизованные не рожают. Вроде была информация, что на аутсорсинг вы отдали все операции. А вот такой вопрос, а после того, как вы их стерилизуете, они перестают кусаться? Агрессивных собак мы обратно на улицу не выпускаем. А что вы с ними делаете? Ресторан. Это как? Отдаем руки. На сегодняшний день, простите, Андрей Николаевич, на сегодняшний день из 15 агрессивных собак, выловленных на улицах города, ни одна не вернулась обратно. Только одна осталась на КП. Остальные собаки уехали домой, мы нашли их хозяев. Просто каждую собаку с 1200 по 1000 гривен на собаку транспортной пошло. Да у нас такси дешевле. Первое, ответьте мне, пожалуйста, в структуре вот той калькуляции, которую вы сказали, 3 чем-то тысяч. Ну, вот вы сейчас сполошили всех 47% транспорта. Что там еще? Позвольте я слышу. И второй вопрос. Ну, вы специалисты, наверняка есть какая-то методика. То есть в городе существует популяция вот этих бродячих животных. Вы их стерилизуете, ну, вы говорите, там, 1200. Ну, вот просто, чтобы мы поняли, журналисты поняли, а в какой геометрической прогрессии эта популяция увеличивается. То есть я уверен, что мы отстаем, вы в своей работе отстаете от ее роста. Поэтому я и говорю, что стерилизация... Слушайте, вы меня не убеждаете, вы ответьте мне цифрами, пожалуйста. Наверняка у вас есть какие-то методики, чтобы мы просто понимали. Вот вы сейчас говорите 7000. Ну, я помню, это результаты какого-то исследования, которое там проводило агентство развития сфотографируя собачек. Да? Сейчас вот, ну, мы же понимаем, вы уже 3 раза сказали, на улице июнь. То есть, я вижу столько щенков под заборами бегает. Намного меньше, чем в прошлом году. Мы отрабатываем беременных и агрессивных. Давайте там меньше, больше, намного, на меньше. Какова есть методика? Объясните, пожалуйста, если это вообще возможно. Нужно остановить популяцию бездомных собак. Пока мы это не Это сделаем, лозунги, я спрашиваю цифры. так мы работаем для этого. Обратно лозунг. Вот учитывая тих, значит, собак, які вже Какую работу должна- Насколько одна сука в год приводит щенков? Вот я уже прямо так спрашиваю. Вы понимаете? 8, 10, Сколько их 12. городе этих самок, значит, собак? Сука, ладно. Ну, чтобы понять как это. Ну, суки это живое в городе. За Я собака. один приплод вот, собака приводит 6, 7, 10 щенков. Учитывая это количество, Ну, их уже не 7 тысяч, может уже 17. что уже простерилизовано, в пределах 40% уже как бы, вопрос решен. В пределах 40%. Поэтому сейчас Решил, что нам вы с ними надо... договорились? Нет, не з ними не договорилися, а в тому плані, що вже приплода цього немає, тому що вже вони як такові стерилізовані. Зараз мова ведеться про те, щоб, значить, просьба КП виділити кошти
на додаткових коштів на 857,1 тисяч гривень. Для чого це? Значить, якщо от чисто арифметично ми беремо зобов'язання 2500 голов стерилізувати в цьому році, виловити. Мінус 1800, то що по плану на 700 голов, якщо просчитати оцю ж, як ви, значить, шокіровані от 2034, то виходить 1 428 000 гривень. Ми не беремо, ми не просимо цю суму, враховуючи тим, що ми не просимо ні на зарплату, ні на услуги, комунальні послуги, а на ті затрати, які ведуться непосредственно нам надо для того, щоб стерилізувати. Скажіть, які ще раз, я не знаю, скільки краще вас питати. Ну що далі в цій сумі закладено, ви відповісте мені чи ні? Кошторис у вас есть какой-то на отлов одной собаки? Вона є, але вона тут я з собою не взяла, що Зря. Ви ж працюєте, ви ж повинні Зря. ночі встати і сказати, скільки там коштує вакцина, скільки роботи. Это же элементарный вопрос. Слушай, давайте мы у директора спросим. Евгений Викторович, давайте Она знает, ваш. просто мы ей слова не даем. У нас Да. цифры. Вопрос у Евгения Викторовича, пожалуйста. Уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, а по какому алгоритму вы оцениваете больных или агрессивных собак? Есть какая-то комиссия? Сколько человек в комиссии? И почему только несколько собак за год усыпили? Психологи есть. Ведь, я смотрю ветеринарную клинику, каждый день домашних собак приводят массами, но я не поверю, что больных собак в городе нашлась только 2 собаки за год. Конечно. Надо всех больных уничтожить. Значит, Но если она больна бешенством, переносит какие-то У нас опасные... количество нет и не зарегистрировано даже в области. Девушка, ну еще вас не хватало ваших комментариев. Ну вы как-то один чек может доложить. Значит, смотрите, с агрессивными собаками действительно работает кинолог. У нас хороший кинолог, и у него хороший результат. Но если собаки дома, сами понимаете, все результат работы кинолога. По поводу усыпления собак, да, действительно решение принимает комиссия, которая состоит из нашего ветеринара, из нашего кинолога и ветеринара, которого мы приглашаем извне, для того, чтобы это было... 3 человека. Да, 3 человека. Значит, по поводу больных собак, по больным собакам нам очень помогает зоозащита города. Они берут на себя. А у нас Которую есть? сейчас представляют. Они их Раз собирали? стоит- Да, Игорь Николаевич не может удержать. Нет, вопрос. Сейчас, Можно вот, коллега. вы экономист, вы руководитель. А сколько у вас человек работает на предприятии? Сказали же, 37. 37. Сколько средняя зарплата, если взять И два зарплату? ветеринара тут. Сколько средняя зарплата у вас на предприятии? Средний Да, средняя. Ну, вы экономист. 2370. Это с налогами или без? А сейчас нет. У вас работает сколько фонд заработной платы в месяц? Вибачте. Значить, з налогами 3780. Значит, у вас средняя зарплата 3780. Да. 3780. Значит, 37. информацию, 37 человек, да? Я правильно Да. слышу? информацию даю предварительно. На содержание одного жителя города Николаева тратится с бюджета Украины 632 гривны, около 800 гривен с бюджета города Николаева. Это где, в больнице? или- Это в Николаеве, в городе. Что значит на Кто-то в содержание? школе, кто-то в На- больнице. А, ну На вот так. медицинское обслуживание Вот, жителя вот, города вот, Николаева вот. тратится со всеми затратами, с зарплатами, с транспортными услугами, со всех источников финансирования. Сумма около 800 и 632. Это 1400, там, грубо говоря, 1432 гривны, это с транспортными расходами. Это с учетом скорой помощи, которая выезжает. Это с учетом доставки больных, с учетом количества тех машин, которые существуют. Не многовато ли у вас расходов заложено в транспортные расходы? Ні, не многовато. Почему? Я вам скажу одне, про те, що ця структура, Центр захисту тварин, вона не так давно організована, як наша Вот, медицина, секунду, як наша ветеринарна служба. секунду, Давайте я вже скажу. Я понимаю. Теперь еще один вопрос. Вы говорите, что на одну собаку, чтобы ее привезти, вы тратите 1000 гривен. Ну, Ні, 100 ну, тысяч. ну смотря яке розстояние, тут же нельзя Секунду, сказати. секунду. Я взяла Подождите, я не закончил. Херсон возим. Я не Куда? закончил, Найди, я не сказал, закончил. Херсон. Я думаю, что если ваш ветеринар, секунду, 3 литра с бензина вашего, максимум. тише, с вашего места расположения наймет такси коммерческое и поедет, заберет собаку и привезет ее обратно, то это не будет стоить на территории города Николаев 1000 гривен. Вы, Андрей Николаевич, ну я же говорите, о чем я говорю условно. За 300 гривен возьмут. Я говорю условно.
Ну вы сказали, в 2034 в калькуляции заложено 47% транспортных услуг. Чем мы можем вам помочь? Леш, ну все банальная трасса. За такие транспортные можно и без зарплаты работать. Я думаю, если КРУ проверит и найдет какие-то недологи, то возбудит, значит, уголовное дело. Правильно? Если есть я никого ни явные в чем не нарушения, обвиняю, какие я просто проблемы? констатирую факт. Я не вижу Кстати, чтобы мы не сложности. шаманили и на пальцах не рассказывали друг другу цифры, все-таки калькуляция должна быть. Вы дали кучу каких-то табличек. Самое главное, кошторис на эту собаку. Разложите нам эти 2034 гривны, у нас не будет Сколько у вопросов. вас